И всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня. Здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Кому-то это может дело помочь при покупке смартфона. И я надеюсь, это дело вам тоже поможет. Почему? Потому что это самый недооцененный субфлагман 2024 года. Это очень интересно, так как даже на YouTube Vivo X200, допустим, мой обзор, не показывает в поиске, он показывает мой обзор на Vivo X200 Pro, X200 Pro Mini, и вообще на X200 мало кто делал обзор. Вот сейчас отключен у нас усиление голоса, вот сейчас я включил усиление голоса, так что призываю вас подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий для того, чтобы этот проект продолжался и подобные смартфоны не исчезали в лету. Почему? Потому что этот смарт и правда достоин своих денег, очень многие приобретали его крайне выгодно. Сейчас объясню почему. У Vivo, разумеется, линейка была из трех смартфонов, разумеется, X200, X200 Pro, X200 Pro Mini. Мы ждем все X200 Ultra. И особенность этого смарта в том, что у него определенные моменты отличают его от флагманов тем, что у него нет беспроводной зарядки и нет реверсивной, но это мелочи жизни. Почему? Потому что сейчас вы видите, как всегда, уже 100, по-моему, 15 обзор, то есть 115 смартфонов, из них я там, наверное, 110 купил, вот таким образом для вас прогнал, и вы можете посмотреть, как отрабатывают основные модули в одних условиях обстановки, в одном и том же лифте, с одним и тем же ветром, одной и той же зеленью и в одной и той же обстановке с моей одной и той же нудной аналитикой из разряда, что стоит своих денег, по моему мнению, а что нет. Vivo продается довольно неплохо, перепродается плохо, то есть у меня его часто покупают перекупы, но потом продать не могут, либо не хотят, потому что, опять же, социальные сети, они свои ведут почему-то именно на эти Vivo. В Азии их очень любят, но... Начнем мы с чего. У Vivo всегда шикарная упаковка, IP68 здесь в наличии, это защита от влаги. Почему от упаковки убежал? Потому что там у нас, как всегда, зарядник, чехол пластиковый, не пластиковый, такой резиновый, синенький, неплохой в принципе. И по большому счету все. То есть зарядник быстрый, кабель нормальный, он чуть короче, чем раньше. Но по поводу защиты от влаги я его по-быстрому топил, потому что Vivo X100S у меня утонул. А там было вообще IP69K, а здесь IP68. Это не значит, что Vivo плохие смартфоны, это просто значит, что я вам должен напоминать о таких моментах. Потому что если вы по моему примеру решите их топить, лучше так делать не надо. Для этого существуют специальные чехлы. Так вот, по поводу этого устройства. Основной шик, блеск, красота у него, Саварикап, это суперская автономность и просто нереальное качество съемки. По мне, снимает он прям вау. Да, у него не яблочное переключение между основным модулем и телевиком. Да, он в определенных моментах смазывает. Но вот смотрите, я сейчас вам показываю, как работает ультраширик. Мы переходим на основной модуль. Вы видели? С ультраширика на основу вообще практически ничего не заметно. А вот уже с основы на телевик мы видим изменения в цветах. И X10, X15 максимум. То есть я его сейчас хвалю не для того, чтобы вы побежали его покупать. Разумеется, я расскажу вам о всех недостатках. А для того, чтобы понять, что линейка у Vivo довольно интересная. И очень часто, разумеется, люди пропускают суперские модели, так как по большому счету выгодно продавать что максимум дороже. А Vivo X200 он не намного хуже, я бы сказал, что чуть-чуть может быть хуже он снимает, чем Vivo X200 Pro и уж тем более там X200 Pro Mini. Но ценник на него намного лояльный, очень часто на разных платформах. Так вот, 2 миллиона баллов в Antutu он выбивает, в Геншине спокойненько в него можно играть, мы его жарили с вами на канале Польза стримы. Да, у Vivo плюс-минус одинаковый дизайн, да, у Vivo, вот допустим у этой модели нет Android Auto, но у следующей модели от Vivo уже Android, точнее у сотой модели пришла обнова и Android Auto есть. Да, Vivo и iQOO это теперь одна контора, и Vivo и iQOO в отличие от другой конторы, которая объединяет Realme, Oppo и OnePlus, BBK же распались в 2023 году. Они не блокируют китайские версии смартфонов, а X200 вроде бы в глобалке-то и не был. Следующий момент, сразу накидываю то, что и так все знают, кто меня смотрит, что здесь у нас цейсовская оптика, и по большому счету все эти маркетинговые названия Hasselblad у Паласа, там не знаю,
лейки или еще что-то, это все не важно. Важно, как это дело работает, по этой причине я всегда и призываю. Включайте звук, топку звук, и просто смотрите, как тот или другой смартфон может справляться с балансом белого, переключениями камер и, самое главное, разумеется, стабилизацией, потому что все остальное можно как-то поправить ручками, а стабилизация, как бы хорошо премьер чего там не допиливал, это все будет с очуменным кропом и не всегда приятно. Так вот, триггеров у него нет, есть защита от влаги, утопление он у меня пережил, есть металлическая рамка, держать в руке интересно. В синем цвете, который он у меня, он выглядит убогим по какой-то неясной мне причине, но, как говорится, это факт. А если брать какие-то еще моменты, стабилизация по мне работает у него хорошо. Помимо стаба, особо я бы хотел отметить то, что этот смартфон по мне по цене качество отличный, но вопрос не в сенсоре, допустим, не в таче экрана, да, он здесь не такой же игровой. Вопрос не в долгой зарядке, она здесь 50 минут, но, допустим, в Realme Neo 7 с его 7000-ным аккумулятором она вообще час 10 со 120-ваттной зарядкой. Вопрос в том, что у него нет LTPO экрана. Вот это как бы за такие деньги, ну, мягко скажем, такое себе, потому что я Realme Neo 7 не зря вспомнил, то, что они сепарировались, там нет бенда 7, недавно был обзор на канале, а здесь нет бенда 20, и вроде бы по этой причине он лучше, но он дороже, и у него нет LTPO, а там он есть, а экран все-таки в каких-то моментах рулит, так что если вы хотите прикинуть по шиму, тачу и всему остальному, я повторяюсь, устройство не 15 копеек стоит. Смотрите обзоры на все. Очень интересно еще будет смартфон Oppo Find X8, не X8 Pro, потому что он тоже стоит довольно адекватных денег. Сейчас я вам покажу закат. Классическим образом основа, телевик, X3, X10, X15, X1. И, наверное, не буду особо долго еще что-то рассказывать. В принципе, 10 минут смартфону хватит. Почему? Потому что Vivo это такая контора, которая, да, вот сейчас видео по поводу видео, красит, ну и ладно. Но с 80-й линейки, 80-я, 90-я, 100-я, сейчас линейка 200 уже идет, скоро выйдет 200 Ультра, они снимают плюс-минус одинаково. То есть сказать, что какой-то там прорыв в чем-то, ну нету такого. Но единственное, по мне, ценник вот именно в долларовом эквиваленте становится все лояльнее. И если вы это дело хотите попробовать, то вот эти вот китайские версии, понятно, что, допустим, мне тот же офис Vivo предлагал чертову тучу раз эти V-модели, которые V20, V40, ну, то, что продают в магазинах, но они стоят реально космос. То есть они стоят столько же, сколько китайские модели, а китайские модели по спекам в разы лучше. Ну, вот примерно такая же история. Если вам прям хочется ощутить, что такое Vivo, а Vivo, напоминаю, это премиум в корпорации бывшей BBK, был Palace, ладно, чуть-чуть ниже, а Vivo это вот самый топ. Они сделали суббренд IQ, ниже был Realme, и нет, ниже был Oppo и вот Realme. Oppo тоже все-таки считается с некоторыми моделями у них премиальным. Но Vivo это прям вот прям вау. И это вау снимает всегда хорошо. Так что вот эти 4К 60 FPS на основном модуле, вроде тебе их не хватает. Ну нет 120 FPS, ну ладно. Фронталка 4К 60 FPS, вроде не хватает, но нет. Но я скажу вам, что в социальные сети, да, лучше всего выгружают какие-нибудь айфоны и самсунги. Но Vivo тоже это неплохо делает. Неплохо. Посмотрите зарубежные социальные сети и обратите внимание с Watermark, когда они выгружают именно вивовские фотки, да даже телега, они не так уж сильно сжимаются. То есть они выглядят, правда, приятно. Сделал такую а-ля мини-рекламу, но мини-рекламу скорее старым моделям. Почему? Потому что, повторяюсь, разница между 80-й, 90-й, 100-й и 200-й линейкой, если там не рассказывать вам, посмотрите, как начал телевик отрабатывать X3, вау, X10. Вот если все это не брать в расчет, в эпитеты, то снимает все
очень просто неплохо. И насколько оптимизирован этот смарт? Очень оптимизирован, очень классно. Там двухдиапазонный GPS. Плохо, что Type-C-шник медленный. Проговорю еще раз, ладно, пока вы смотрите пример этой съемки. Плохо медленный Type-C-шник, плохо нет 20-го бенда, плохо гипотетически. Может, они реально будут блокировать. Плохо, что у меня Vivo X100S когда-то с IP69 погиб. Плохо, что у нас смартфон без глобалки. Хотя там кто-то рассказывал про глобальную гарантию, но я ее подтвердить не могу. И плохо, разумеется, то, что ценник довольно приличный без LTPO экрана. Тач нет, сенсоров нет, обходной зарядки нет, как, допустим, у Realme Neo 10 за 30 с копейками обзор уже тоже был на канале. И в целом, просто если хотите к свежему, прекрасному в плане съемки прикоснуться, это неплохой вариант. Так, пока я не сломал ноги, все-таки это была плохая идея сюда идти. Подписывайтесь на канал с колоколом, если хотите, чтобы в 2025 году продолжался такой контент, который на 99% состоит из того, что я рассказываю вам свою аналитику, я расскажу потом в своей личной телеге, смог ли я его продать. Подпишитесь на ТГ скидок на этот канал и напишите что-то в комментах, неважно что, свои мысли хорошо по поводу этой железки. И тогда мы продолжим этот банкет. Девайсу от меня однозначно да, несмотря на все недостатки. Vivo просто это всегда дорого. Добра и удачи вам, дорогие друзья. И с прошедшим Новым годом.